Приветствуем вас на канале «Франция – это не только Париж». Для тех, кто впервые у нас на канале, мы рассказываем и по возможности показываем здесь ту Францию, какая она есть на самом деле. Вне туризма, жизнь обычных французов и их традиции. Прошел Новый год, и несмотря на то, что во Франции более пышно и громко отмечается Рождество, спустя 2 недели после 1 января французы все еще продолжают отмечать Новый год в виде концертов и поздравлений от мэров города и администрации. Вот и в этот раз случайно мы узнали, что будет бесплатный новогодний концерт в нашем городе и решили пойти. Вообще в городах Франции происходят концерты перед Новым годом. В определенный день, например, в Меце можно выстоять очередь и получить бесплатные билеты на предновогодний концерт. Но мы отвлеклись. Итак, мы попали на новогодний концерт в нашем городке, по правде говоря, не надеясь ни на что особо интересное. Поэтому не брали с собой оборудование для съемок, а концерт оказался для нас неожиданно интересным. Поэтому пришлось снимать с рук. Когда мы пришли в зал, что при мэрии города, он оказался битком набит, преимущественно людьми пожилого возраста. Из молодежи были дети, приведенные родителями. Из вышесказанного можно догадаться, что молодежь, предположительно, предпочитает интернет и большие музыкальные площадки, чем слушать живой звук духового оркестра в филармонии региона Лорен. Несмотря на это, концерт оказался интересным. Одноглазый дирижер вида пирата очень общительным, а главное, мы не ожидали такой отдачи и живого участия от зрителей. После концерта всем желающим предложили остаться на бесплатный пирог «Галет де Руа», что в переводе означает «королевский торт». Знаменитый торт, что делают зимой, он очень жирный, со слоеным тестом и фаянсовой фигуркой внутри. Тот, кто заполучит эту фигурку в куске торта, при этом не сломав зуб, тот и является королем. И к торту подавался сидр, сброженный яблочный сок с пузырьками, напоминающий шампанское, но имеющий только 2-4% алкоголя. Если вы остаетесь с нами после этой долгой тирады, но еще заинтересованы, тогда начинаем. Vous n'avez certainement jamais vu Kermit la grenouille avec des poils. Et Monsieur le maire. Mais ça me va bien, je trouve. Je vais venir près de vous pour vous voyez un peu mieux, parce que pour les photos, il faut quand même le faire. Je vais aller à ma chérie. Oh ma chérie, tu veux toucher mes poils? Allez. Messieurs, dames, pour les personnes qui ne le savaient pas, j'ai tellement l'habitude de mettre ce genre de culotte. Pendant 35 ans, pendant 36 ans exactement, j'ai écumé tout. Дорогие зрители, как вы уже, наверное, поняли, дирижер переоделся в одежду йоделей, и будет исполнена песня их местности.
Пожилые французы хорошо знают произведения, написанные для французских фанфар с барабанами, и надеются, что молодежь их не забудет. Надо сказать, что французский горн является важной частью многих оркестров мира. Он прародитель вальторны. Par la batterie fanfare de l'armée de l'air qui maintenant n'existe plus. C'est pour vous dire un peu quel niveau ça demande. Et pour vous cet après-midi, voilà. Et voici Feu d'artifice.
Дальше, дорогой зритель, будет исполнена испанская музыка, кажется, под названием «Пасадова». Извините уж за неточность, поскольку мы пытались послушать и заснять одновременно. Поэтому в силу этих обстоятельств мы не ручаемся за точность названий и дальнейших произведений, так как были увлечены этим действом. Ведущая говорит, что концерт заканчивается, чем вызывает недовольство зала и объявляет последнюю музыкальную композицию, какую обычно закрывают концерт. Это марш Радецкого Иоанна Штрауса.
Итак, дорогие зрители, наш концерт заканчивается. Мы показали самые интересные моменты из музыкального представления, так как сам концерт длится 2 часа с перерывом. Но что примечательно, что в течение торжества дирижер неоднократно повторял, призывая взрослых приводить на концерт маленьких детей, чтобы они слушали духовую музыку, духовые инструменты, так как все в скором времени может умереть, если не воспитывать и не открывать для будущих поколений такой вид искусства.